Глава 4. Четыре динамики. Когда исследования в области дианетики только начинались, среди ученых существовало убеждение, что понятие выживания может быть применено лишь к личности и при этом отвечать всем требованиям. Теория хороша тогда, когда она работает. А работает она настолько хорошо, насколько объясняет обнаруженные при наблюдении данные и предсказывает появление новых фактов. Понятие выживания рассматривалось по отношению к личности до тех пор, пока всю деятельность человека можно было теоретически объяснить только с точки зрения его собственного выживания. Эта логика выглядела довольно обоснованной. Потом она была применена к жизни, но что-то оказалось не так, она не разрешала проблем. Теория выживания оказалась настолько неработающей, что большая часть феноменов поведения осталась без объяснения. Однако все это можно было просчитать, и теория все равно выглядела хорошо. Затем возникла одна почти интуитивная идея. Сознание человека развивалось вместе с осознанием им своего братства со Вселенной. Будучи несколько высокопарной, эта идея, однако, принесла результаты. Не является ли сам человек братством людей? Человек развивался и становился сильным, как стадное существо, как животное, которое охотится в стае. Казалось возможным рассчитать все его действия с точки зрения выживания группы. Такие расчеты были проведены. Результаты были неплохими. Из них родился постулат, что человек выживал исключительно ради выживания групп. Идея выглядела правильной, но большинство наблюдений опять остались необъясненными. Тогда объяснить поведение людей попытались только с точки зрения человечества. Вообще это означало, что человечество выживает ради человечества из чистого альтруизма. Идея прямо-таки найденная на лесной тропинке Жана-Жака Пико. Из этого можно было бы, конечно, вывести, что человек жил исключительно для выживания всего человечества. Но в условиях лаборатории, которой был весь мир, эта идея не работала. Потом вспомнили, что всю деятельность человека и все его поведение можно объяснить, сведя все цели исключительно к половой активности, сексу. Это было не оригинально, но первоначальные вычисления показали, что нечто рациональное в этом есть. И при помощи некоторых ухищрений с уравнениями активное стремление человека к выживанию можно было объяснить одним только сексом. Но по мере приложения этой теории к данным наблюдений оказалось, что объяснено опять не все. Потом была произведена ревизия всех испробованных идей. Было принято, что человек выживает исключительно ради себя самого, ради группы, стаи, общества, ради человечества и, наконец, что он живет только ради секса. Но ни одна из этих теорий сама по себе не работала. Были проведены новые расчеты на динамику выживания. Ради чего, собственно, человек стремится выжить? Все четыре фактора – личность, секс, группа и человечество – были внесены в новое уравнение. И теперь была найдена теория, которая работала. Она объяснила все замеченные явления и предсказала существование феноменов, которые потом действительно были обнаружены. Значит, это было научное уравнение. Таким образом, из динамики выживания были выведены четыре динамики. Под динамикой выживания имелась в виду основная команда «Выживай», которая является главной во всякой деятельности. Под динамикой подразумевалось любое из четырех целевых подразделений всего динамического принципа выживания. Четыре динамики не были новыми силами, они были подразделениями, они были основной силой. Первая динамика – это стремление к максимальному выживанию человека ради себя самого. Эта цель объединяет непосредственных симбиотов человека, культуру, в развитии которой он участвует для пользы себе и бессмертия своего имени. Вторая динамика – это стремление человека к максимальному выживанию посредством половой деятельности, рождения и воспитания детей. Эта динамика включает в себя детей и их симбиотов, продолжение культуры для детей и их будущего благополучия. Третья динамика – это стремление человека к максимальному выживанию группы. Она включает симбиотов этой группы и продолжение ее культуры. Четвертая динамика – это стремление человека к максимальному выживанию всего человечества, что включает симбиотов человечества и продолжение культуры. В разряд симбиотов входят жизнь, атомы, Вселенная и сама энергия. Сразу становится очевидным, что на самом деле четыре динамики составляют спектр без четких границ. Начиная с индивидуума, динамика выживания охватывает все человечество с его симбиотами. Ни одна из динамик не сильнее другой. Они все сильные. Это четыре дороги, по которым человек идет к выживанию, и которые на самом деле являются одной. А это одна дорога, на самом деле тысячи дорог, умещающихся в пределах четырех.
Они имеют отношение к прошлому, настоящему и будущему, так как настоящее включает в себя прошлое, а будущее – результат прошлого и настоящего. Можно считать, что все цели человека находятся внутри этого спектра. И это объясняет его поведение. То, что человек эгоистичен, правда, если речь идет об аберированном человеке. То, что он асоциален, это тоже правда, и все с той же оговоркой об аберрации. Любое другое заявление требует такого же уточнения. Случается, что 4 динамики соревнуются между собой в воздействии на человека или общество. На это есть причина. Термин «социальное соперничество» отражает соединение аберрированного поведения и трудностей, связанных с восприятием и чувствами. Любой человек, группа или раса могут соревноваться с другой расой, группой, человеком или даже с полом на совершенно разумном уровне. Оптимальным решением любой проблемы является то, которое приносит максимальную пользу наибольшему числу динамик. Другими словами, решение проблемы, дополненное временем, необходимым для внедрения его в жизнь, должно оказаться благотворным для наибольшего количества динамик. То есть, оптимальным решением является такое, где все 4 динамики получают максимальную пользу. Это значит, что если человек работает над каким-то проектом, он получает наибольшую пользу для себя, если его проект оказывается полезным для всех 4 динамик, к которым имеет отношение. Человек должен приносить пользу самому себе, если он хочет получить оптимальный результат. Другими словами, посвятить всю свою жизнь службе человечеству и своей группе, блокируя динамики личности и секса, вовсе не оптимальное решение. Образец поведения для выживания построен на основании этого уравнения оптимального решения. Это основополагающее уравнение рационального поведения, на его основе функционирует клир. Для человека это врожденное качество. Иначе говоря, самым лучшим решением любой проблемы является то, которое приносит наибольшее благо наибольшему количеству людей, включая самого человека, его потомство, друзей семьи, политические и национальные группы, и, в конце концов, человечество. Наибольшее количество добра может потребовать каких-то разрушений, но ценность решения при этом снижается пропорционально количеству причиненных разрушений. Самопожертвование и эгоизм одинаково понижают ценность уравнения оптимального действия. Люди давно подозревали это и были правы. Дело исключительно в одном, работает ли это. Даже при отсутствии аберрации иногда приходится исключать ту или иную динамику при расчете той или иной деятельности. Да и не так уж много существует жгучих проблем, когда люди должны брать в расчет все 4 динамики. Но бывает, что проблемы достигают крайней остроты, и время не принимается во внимание. Вот тогда серьезные ошибки могут произойти из-за того, что та или иная динамика не окажется в числе факторов, использованных для принятия решения. В случае Наполеона, спасавшего Францию за счет остального населения Европы, уравнение оптимального решения не принималось во внимание, и все революционные достижения французского народа оказались потеряны. В случае Цезаря, спасавшего Рим, уравнение было настолько плохо проработано, что и само выживание Рима было поставлено под угрозу. Однако случается, что уравнения оптимального решения со временем становятся настолько сложными, что некоторыми динамиками приходится пренебрегать, чтобы остальные продолжали свое существование. История моряка, отдающего жизнь за спасение своего корабля, отвечает требованиям третьей динамики. Такое действие – приемлемое решение проблемы, однако это не оптимальное решение, потому что здесь не принято во внимание первая динамика моряка, то есть он сам. Можно было бы привести много разных примеров, где та или иная динамика должна вследствие необходимости получать приоритет, и в каждом случае это совершенно рационально. При наличии аберрации уравнение все равно остается в силе, но осложняется иррациональностью, которая сама по себе не является частью ситуации. Многие решения ошибочны из-за неправильной информации, полученной при обучении, или из-за отсутствия какой бы то ни было информации по данной проблеме. Но это все же решения. В случае же аберрированных решений динамики претерпевают явное и сильное затормаживание, но это будет подробно обсуждаться ниже.